Повторить. Всем привет! Давно нас не было видно. У нас просто, как я говорю, грандиозных событий нет. Гости никому не ходим. Что у нас еще новенького? Да, кстати, гости нас зовите, хотя бы контент будет кто-нибудь. Желательно поближе. Эмиль юморит. Ты что, теперь гости напрашиваешься? Да. Дети в школу ходят. Мы дома эти дни. Вот вышли во двор. Лук решили посадить. Фазенда Да, наша пустует, трава заросшая. да, только газон и елки, все, больше ничего нету. Ну, хоть, говорю, идем, чтобы у нас хоть лучок зеленый был свой. Укроп, петрушечка. Вот, Эмиль, видите, это вот наш огород, чтобы вы понимали. Из 10 соток вот это наш огород. Где-то метр на 3 метра у нас огород. Если честно, у нас в детстве папа наш брал поля всегда. И я всегда, мама нам говорила, пока вы ангелы, просите у Бога, молитесь там, о чем мечтаете, что хотите. Я, когда уже была более, наверное, там, 15, я всегда говорила, пусть у меня будет муж, меня любит, уважает, ценит, и пусть у него огорода вообще не будет. Короче, когда мы познакомились, она мне первый вопрос задала: теплица есть? Я такой тебе не задавала, да, не рассказывай, ты я так и тебе спросила. такие вопросы не задавала. И когда я замуж вышла за Эмиля, во дворе у них все было торсой засыпано, и огорода не было. Короче, все, что просила, все получила. Так что, кто мечтает, молоденькие, формируйте свои желания правильно. Надо было тебе еще заказать, чтобы у меня что-нибудь еще было. Лошара же, видишь, лох, это судьба, Эмиль. Все нормально. Да. Короче, Так, лучок, да, сажаем сегодня? Лучок, да. Это не арпачек, но зелененький должен быть. Такие вот манюньки они. Я что-то долго буду сидеть, чувствую, играться. Вот и солнце вылезло. Вот и солнышко, а ты говоришь, что я кепку одела. Ворчун у меня есть, познакомьтесь, Эмильен по совместительству Ворчун. Если бы я не ворчал. Ворчун мой. Кстати, мы хотим сказать, у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь. Да, переходите. Ссылку в описании оставлю под роликом и в комментариях закреплю. Так что, как-то так. Там мы будем, Да. может, выкладывать то, что не будет в YouTube попадать. Или там можете задать мне какой-то вопрос, потому что в Ютубе может быть сообщение куда-то, то в спам залетит, то еще. А в Инстаграме, как говорится, Телеграме. в Телеграме. Пока у меня не миллионы подписчиков, я могу каждому отвечать. И, кстати, всем спасибо, все, кто пишут, вот реально от души. Столько вы мне добрых слов пишете. Всех, все читаю, стараюсь. Вроде бы никого не забываю. Ага, поэтому всем огромное спасибо. Как там все блогеры делают? Так, да, я правильно сердце? Сейчас казан показала. Какой казан? Неправильно я делаю? Ну, в общем, короче, не особо я блогер, поэтому как-то так. Сажаем дальше, да? Зеленый лучок хоть у нас свой был, чтоб вышел во двор и сорвал. Да, до этого, я помню, пару недель назад перекопал. Навоз, да, мы сюда насыпали? Да, мама Перемешали. взяли мешочек. Надо, кстати, набрать у мамы навоз. Надо будет, значит, да, съездить и купить. Ой, не купить, а взять у них. Что-то я Навоза. рядочки уже свои потеряла. Где-то через 5 сантиметров ты пускаешь. Ну что, мелкие? Надо было еще укроп купить, потому что наш, наверное, просрочен. Ну, у нас там есть семена какие-то с того года, но они, по-моему, в том году не взошли. Да, не взошли. Посмотри, сколько у нас бабочек. Да, это капустницы. Капустница? А как у нее правильное название? По латыни не знаю. Но бабочек у нас реально полно. В прошлом году перед холодами та же была ситуация. Так, в этот угол посадили мы лук. Вот сюда. Так, это у меня шпинат. Здесь он прорастет, он тоже уже старые семена. Сородичи не кушают, да? Только ты ешь. Ты у нас больше травоядная. Почему я люблю и мясо, но мне люблю, чтобы еще овощи там были.
Вот я запекла позавчера противень целый. Там баклажаны, перец, кабачки и помидоры. Ну, чтобы вы понимали, ем, ну это просто овощи с солью, с перцем. Ем только я. Дети сырыми едят овощи, а вот почему-то запеченные они... Надо, кстати, как икру сделать, тогда они поедят. Ну, икрой я поем, не да. поест. А Каша. так так я не люблю такое. А зачем нам столько шпината, если только ты ешь его? Чтобы вы ели. Хочешь молодым и красивым быть? Я и так молодой, красивый, лысый. Из возраста меня только лысина выдает. Все. Это получается с молодости сразу лысину выдавала? Не, да? я когда женился, у меня волосы были на голове. Да прям. Через год совместной жизни я их Были. все Ты потерял. женился, вот сколько тебе было? 20? 27. 80, мы 12 женились, 83-го ты года. Неважно, у меня были тогда волосы еще Не на были у голове. тебя волосы. Вот через год у меня все выпали. Еще скажи, я выдернула, да? Так что совет, не хотите лысеть, не женитесь на блондинках. Так, а сюда петрушку. Конечно, у нас ее мало. Но надо в ромашечку нашу. У нас есть магазин здесь, называется «Ромашка». Там Вот. есть все. Все, даже в город не надо ехать. Нужно вам мыло, есть мыло. Нужен вам кран или там какой-то шуруп, там тоже есть. Реклама магазина «Ромашка». Тетя Неля, свяжитесь с нами. Нет, это просто на самом деле так. Даже уже у Кстати, местных тетя Неля, есть, они из Черчака. у местных даже есть это, когда кто-то говорит, надо в город съехать здесь что-то купить. Он говорит, да сходи в Ромашку, там все есть, говорит. Нужны носки в «Ромашке». Нужна куртка в «Ромашке». Нужны семена в «Ромашке». Удобрения. Удобрения, все в «Ромашке» есть. Эмиль, давай, много разговариваешь, работай. Ну, засыпай, я тебе лунки делаю. Ты вторую начерти, автоматически будет... Дай мне, я сама. Эту. Не, у тебя этот глазомер кривой, я сам сделаю. Давай, кривой, а у тебя этот. У нас вообще в этом году в Крыму, не знаю, может во всех регионах овощи очень дорогие. Обычно в августе перец болгарский, который для фаршировки маленький, мы брали там 25-30, на оптом, наверное, еще дешевле было. А в этом году, чтобы вы понимали, ниже 85 рублей я не видела, чтобы цена была. Ну, это который обычный вот перец для фаршировки. Не красный, не желтый какой-то. Это все А ссылаются помидоры? на засуху, говорят, хотя в магазинах все есть, но из-за засухи почему-то... Да, Да, хотя такое нет, чтобы в какой-то магазин зайди, купить болгарский Нету, да, перец, скажешь, овощей. нету из-за засухи. Есть все, но цены космос. И помидоры. Самые дешевые сколько были в этом году? 120? 120, да. Вот, были. А так, вот последний раз 160. Розовый, конечно. Красный чуть дешевле. И В принципе, да, в этом году и мясо, вот. Эльвис, мясо всегда. спусти нам цены на мясо. Мясо всегда Да. было дорогое. Так что мы же не про мясо, Где-то 720 рублей, да, мякоть у нас стоит сейчас за килограмм. мы про овощи еще говорили. Овощи обычно летом всегда дешевле. Угу. А это в этом году что-то прям... Так что поэтому у нас в этом году закаток нет. Не буду я за 120 рублей. Кроме огурцы, персикового варенья. джема, и кроме которой тетя Юлия дала нам огурцы. А, да, еще огурцы закатали, да. Все. Так что... Давай, как я тебя учил, нажать редиску. Ну ты реально сказал, у тебя есть теплица, я это помню хорошо. Я сказал тебе, нет, ты такая, наконец-то я его такое нашла. не говорила тебе. Моя судьба бестепличная, сказала ты. Мама, да, Эмиль, любишь при этот. А вообще, если честно, когда мы познакомились, Приукрасить. можно я расскажу правду? Какую Или правду? не надо? Рассказывай, что. Я же тебя не побила, чтобы скрывать это. Короче, когда мы познакомились, Асине вообще этот по уши в меня влюбилась. Каждый день звонила по несколько раз. Почему я не удивлена, что ты Вот сейчас так так вот. скажешь, а? Эмиль, половина населения Земли не понимают шуток. И что ты шутишь, они Кто тоже не понимает, понимают. мимо проходим дальше.
Но это не шутка была, это правда. Да ладно, пусть будет так. Раз говорим, смотрите, у нас какой хлоп. Ну вот я лично раньше не видела. Вот он, я ростом 1,56 м. Вот теперь видно, он у нас вырос. А то мы до этого показывали ролики и говорили, у нас хлопок вырос. Вот, 1,56 м, как Эмиль говорит, метр с кепки. Ну сколько он? Он 1,5 где-то метра. И вот смотрите, сколько коробочек. Это еще не все открылись. Да. Вот хлопок. Вот эти вот все раскроются, вот. И будет вот хлопок. Ну, он немерено их. Кто, короче, не видел, как растет. Вот он теперь такой плотный. Короче, вроде Вообще вот такая, да, с первой штучка? коробочка. Коробочка вот жесткая. Нет, она. сначала вот такой бывает. Вот Сначала цветочек. Но это тоже будет в коробочку превращаться. Цветочек. Потом превращается вот в такую, как не знаю, что это. Коробочка. Потом он постепенно расходится. Вот он только, вот открывается как бутон. Вот он вот так расходится, а потом он такой пушистик становится. Где уже пушистик открыт? Вот пушистый Ну, это открытый. уже не сильно еще. Вон там один распушился. Вот, распушился он. Вот. Смотрите, интересно, да? С травы. Эмиль, короче, сказал, ради эксперимента он вычитал в интернете, что якобы Может до 10 лет расти. Мы его, короче, не будем выдергивать. Проверим, Посмотрим, как эксперименты, дерево как будет говорится, или не сделаем. будет. Я, наверное, ветки лишние снизу подрежу, потому что стволы у него реально как у дерева. Единственное, что мы там 2 сажали куста. Надо было нам, чтобы один был. А мы переплетем в этот косичку. Это же не такое дерево, что тебе прилипнет. Это вот хлопок мы посадили, Эмилия посадила где-то, наверное, в ноябре в прошлом году в горшочке. Дома, да. В мае мы Да. его пересадили на улицу. И чтобы вы понимали, смотрите, вот это просто посадили. Какой у него маленький размер. Да, у него коробочки есть. Там он открывается Ну, даже. потому что мы его поздно посадили. Это да, где-то в мае посадили, может даже в июне. И он сантиметров 40-45 в высоту. Так что посмотрим. Так что, короче, если мы каждый раз это снимаем и говорим, вот так он у нас вырос, хотя в прошлый раз, когда снимали, вот такой он был, а теперь вот, может он, конечно, потом вот так станет. О, мои шарики, Че, поехали в ромашку за семенами? да. Мои хризантемы, видите? Самое интересное, их когда пересаживаешь, они лучше. Вот я тот ряд, покажи, видишь, зато там они стали чахлые. Угу. Вот тот ряд весь выкопала, который в том году было, и посадила вот сюда. То есть вот новые они, вот такой кустик разделила, выкопала, разделила вот так На 3-4 штуки на мы 4, делили. да. И засунула. Ну, самое интересное, в тех местах, где они росли, оставила по одному, а они такие вот прям манюньки. Вот. И здесь был в том году Да, большой. разделили тоже маленький. Разделили, и я оставила один. Ну, он разрастется. Главное, чтобы он принялся. Единственное, у нас, по-моему, теперь один цвет будет преобладать. Потому что второй мы не рассадили. Угу. Надо вообще купить еще беленький. Пошли, Мильчик. А этот, может, тоже рассадим в этом году? Чебрец? Чебрец. А он не размножается сам? Там, Не семена знаю. у него? Он что-то у нас менее такой. Может, надо разделить на маленькие кусты и попробовать посадить? Все, засеяли. Вот этот весь квадратик Эмилия отправила в ромашку. Докупили еще укроп. Что мы еще купили? Укроп? Икрушку чуть-чуть. Да. Короче, ну, если все зайдет, я это вот покажу. Огородники. Все, огородники, да? Сколько у нас здесь огород? Квадратик. 3 квадрата с метра. Нам достаточно, да? Да. Ладно, чё, тогда давай закругляемся. Не забудьте телеграм-канал перейти. Вот она, видите, намочила и меня, и камеру. Сейчас протрем. Надо включить Вот так. сломо, я тебе еще раз говорю. Не надо брызгать. Мне Зато покашет маме. вода Мамец, включи ледяная. сломо, пожалуйста. Я быстро. И буду ржать.